Приветствую вас, друзья, на своем канале. Недавно я залез в старый дедовский сарай, в котором был разный хлам, и нашел много интересных вещей. Среди них был и этот советский фонарик, который за долгое время нахождения во влажной среде покрылся ржавчиной и потерял вид. Когда-то он выглядел примерно так. Однако время берет свое, и состояние его на данный момент оставляет желать лучшего. Поэтому мне пришла в голову мысль восстановить его, насколько это возможно, и подарить фонарю вторую жизнь. Не будем долго разглагольствовать и приступим к разборке. В первую очередь аккуратно отогнем металлические фиксаторы и вытащим отражатель со стеклом. Да, в Советском Союзе использовали именно стекло, а не пластик, как в большинстве современных фонарей. Закинем в пластиковый контейнер. Демонтируем остальные детали. Благо фонарик прост до невозможности и состоит всего из нескольких частей. А вот и паранитовые изоляторы. Видно, что они не заводские и изготовлены вручную. Отложим их в сторону. Они еще нам пригодятся. Демонтируем цоколь лампочки и контакт батареи. Все, включая корпус фонаря, аккуратно укладываем в тот же пластиковый контейнер из фикс-прайса. Кстати, а вы знаете, почему в данном типе фонариков применялась батарейка на 4,5 вольта, а лампочка всего лишь на 3,5? Поставьте ролик на паузу и пишите ваши варианты в комментариях, будет интересно почитать. Досматривайте ролик до конца, я расскажу причину такого инженерного решения. Для очистки металлических деталей я решил использовать преобразователь ржавчины. Это первое, что мне пришло в голову. А вот что из этого выйдет, смотрите далее. Выливаем содержимое бутылки и оставляем на несколько часов. По активному выделению пузырей можем наблюдать, что сразу пошла реакция. Итак, интересно посмотреть, как справился нейтрализатор ржавчины. Ну что ж, эффект однозначно есть, однако я ожидал большего. Видимо, без механической чистки все-таки не обойтись. А вот и цена, кстати, всего 1 рубль 70 копеек. Сейчас за эти деньги и коробок спичек не купишь. Эх, было время. Выключатель стал ходить заметно легче, это уже радует. Кстати, в некоторые фонарики этого типа в корпус клали запасную лампочку. Причем это было с завода. Вот такой насадкой на шуруповерт попробую очистить остатки ржавчины. Да уж, толку от нее 0,0. Все-таки придется воспользоваться наждачной бумагой, как бы мне этого не хотелось. Ржавчина все равно уже въелась в металл, и первоначального состояния, увы, не вернуть. А так хотя бы добавим немного блеска. Нулевки под рукой не оказалось, поэтому тер тем, что было. Теперь смоем грязь изопропиловым спиртом. Вот такой результат имеем в итоге. Не вау-эффект, конечно, но разница налицо. А как вы считаете? А теперь опасный момент. Никогда не делайте так. Вот чуть не спалил стол. Подправил немного канцелярским ножом диэлектрические изоляторы и приступаю к сборке в обратной последовательности. Ошибиться здесь практически невозможно, однако внимательность не помешает. К сожалению, фиксаторы за долгую жизнь этого фонаря подгнили и во время разборки обломились. Поэтому придется придумать, как дополнительно зафиксировать все 1,5 детали этого фонарика. Я не стал заморачиваться и закрепил все термоклеем. Посмотрим, насколько хватит этого решения. Тем более, что фонарик я не собираюсь использовать по назначению. Для этого у меня есть более мощные и современные решения. А вот та самая лампочка на 3,5 вольта и 17 сотых ампер. Вкручиваю ее на свое законное место.
В качестве батарейки буду использовать Робитон на 4,5 вольта. Странно, что такие до сих пор выпускают. Интересно, они используются где-то еще помимо данных фонариков? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Легким движением руки устанавливаю ее в корпус, и дело сделано. Осталось проверить его в действии. Но отвечу на свой вопрос в начале видео. Использование в старых советских фонариках батареек на 4,5 вольта и лампочек на 3,5 вольта объясняется следующими техническими соображениями. Первое – это компенсация потерь напряжения батарейки, особенно тех времен, имели внутреннее сопротивление, из-за чего напряжение падало под нагрузкой. Когда фонарик включался, батарейка теряла часть напряжения из-за потребления тока лампочкой. Использование лампочки с номиналом на 3,5 вольта при батарейке на 4,5 вольта обеспечивало яркое свечение при учете этих потерь. Второе – это яркость свечения, если лампочка рассчитана на более низкое напряжение, чем подается. Она будет светить ярче, сверхноминальная работа. Это сделано для увеличения светоотдачи, чтобы фонарик был эффективнее, даже если это немного сокращало срок службы лампочки. Третье – это долговечность батарейки. С увеличением времени использования батарейка постепенно разряжается, и ее напряжение снижается. Номинал лампочки ниже напряжения батарейки позволял устройству работать дольше. Даже при падении напряжения батарейки ниже 4 вольт лампочка продолжала светить. И четвертое – это экономия и простота конструкции. В те времена массово производились лампочки именно на 3,5 вольта как стандарт для большинства портативных устройств, таких как фонарики. Это снижало стоимость производства и упрощало доступность комплектующих. В итоге сочетание батарейки на 4,5 вольта и лампочки на 3,5 вольта представляло собой сбалансированное решение, обеспечивавшее яркость, длительность работы и удобство эксплуатации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!